Любителям Кагуи привет, остальным крутой классный контент на Рутубе. Там уже пересказ по смешной Ове Кагуи. Да-да, переходите, смотрите. А пока лайк, подписка, комментарий. Всех читаю, всех люблю. Поехали! Не учеба в рядах студсовета продолжается. Все как обычно чем-то заняты, но чем никто не знает. Важно, что никто кроме Ишигами и Мика в кабинете пока нет, а раз им говорить не о чем, самое время заняться своими делами. То Ина и решила поставить на фон расслабляющую музыку. Ну, знаете, звуки природы, пение птиц, дрель, крики верблюдов, записи похвалы. И все это со случайно невоткнутым штекером. И в шоке я тоже, как меня могла не понять, откуда идет звук, если сама использует капельки, не знаю, но главная беда. С каких-то уроков уже вернулись остальные, значит нужно срочно отвлечь внимание, подать какой-то знак, или то лучше самостоятельно повторить кринж со штекером, чтобы беречь Мика от косых взглядов. Спойлер, неудачно, потому что кто мог подумать, Инна, несмотря на собственное презрение к забывшему подключить уши Ю, сама взяла да продолжила слушать звуки на полной громкости, все в шоке, одним словом, кринж. Другим словом, другой кринж, как вы представляете, телефон купила, а пользоваться до сих пор так и не научилась, методичку по сообщениям не читала и, собственно, не знаю что, когда открывает окно чата с собеседником, сообщения отмечаются прочитанными. Потому сидит, смотрит на буквы от Миюки уже как 2 часа. Но Хаисака так и поняла, случилась фатальная беда. И главное сказать не скажешь, а то так выйдет, что ее же обвинят, ведь должна была уведомить раньше. А там уже новые смс приходят, читаются, не отвечаются, и вот уже даже Широганы понял, что к чему, раз Шиноми вот так запросто сослалась на то. Проще говоря, нужно позвонить и уличить Горемычную в чувственных чувствах. Благо на проводе прислуга все выводы опровергает, Горемычную куда подальше посылает, Цими сей оказии объясняет. Дело в том, что переписки детей богатых семей предварительно проверяются прислугой, а уже потом дозволяются к прочтению получателей. Конечно, врет. Но Миюки вот так запросто поверила, и потому после такого неудобного случая писать почти перестал. И старого, но вам неизвестного, Ишигами тупо слабый. Даже мешок с цементом до студсовета донести не может. Что значит только одно. Чика с нерадостью поможет, и даже лучше тотальный турнир по армрестлингу устроит. Ну, поняли, нет, это же отличная возможность для горемычных подержаться за руки. А раз мотивация есть, то будут и победы, и встречи в финале, и профессиональная актерская игра равного сражения, которая, конечно, закончилась победой Шиноми. Горемычная, понимаете, поняла, что спустя 1000 секунд рукопожатия рука вспотела, и нужно все скорее заканчивать. Как говорится, с победой, здоровья, счастья, титул сильнейшей анимешницы в придачу. Возвращаясь к Линасью, бедолаги реально думают, что они герои какого-то аниме, поэтому вместо того, чтобы прямо сказать о том, как постоянно не случайно помогают, выгораживают друг друга из всяких неловких ситуаций, тупо жалуются друзьям, как же им неприятно, неловко, что помощь остается непринятой, непонятой и все в этом роде. Итог один: нужно помочь помогающим, вынудив их заняться всякими играми на сближение. Чтоб вы знали, ничего не помогает, кошка с собакой как грызлись, так и грызутся. Как вдруг, смотря на происходящее, пятиглазая Сараги так и поняла, на самом деле парочка испытывает друг другу самые лучшие положительные качества. Но... ладно, понятно. К слову, если не знали, у Широгана, оказывается, есть друзья, с которыми он не общается. В совместных увеселительных встречах отказывает и время не уделяет. Но как раз в этот раз, так и быть, готов на совместный поход в караоке. Тем более, там еще и чипсы с других школ будут. Шиноми, конечно же, вообще не поняла, к чему клонится дело. Зато Хаисака еще когда. Практически Миюки идет на групповое свидание, о чем еще и сам не знает. Потому нужно обязательно всякие непристойности предопередить, переконтрить и все. То есть, та идет туда же, к шизам. В то время как Кагуя будет прослушивать происходящее откуда-то с крыши. И вот тут еще могли быть подкаты, откаты, перекаты, но благо все так удачно вышло, что Миюки принял необходимость уйти от одного напоминания Хаисаки о какой-то там самим же Горемычным названном любимой, которая бы точно не обрадовалась, узнав подобное. И представляете, Горемычная реально не обрадовалась, потому что кто бы мог подумать, что все вышесказанное чисто цветочки, выдуманные прислугой для отвода глаз и перехода на следующую ступень попыток влюбить в себя Широганы. Ну а что, было дело, спорили. А то, что давно и неправда, уже не важно. Короче говоря, беда, нужно просто вызвать оперативную подмогу в лице Фудживары. Правда, время так быстро шло, что уже ГГ ненадолго отошел из комнаты, где остался Кисатяй. А причина ушной головной боли — феноменальное отсутствие способности Шиза читать рэпчину. Нужно одним словом ливать. По пути заодно встретив Чику, которая как поняла, да как вспомнила о песнях, пениях, так тоже сразу захотела побыстрее удалиться. Удачи. Кидаю степ, лечу прям вверх, мой красный сет убил их всех. И снова Наото изменяет Нагатора. То есть, видите ли, он взял и заговорил с другой женщиной, что, естественно, непростительно. Так мало того, он с ней еще на свидания ходил, и уроки решал, и в магазине бывал. Информация проверенная, частный детектив бы врать не стал. А значит, выход только один: напрямую поинтересоваться о наличии потери чувств. И что вы думали, любовь на самом деле цветет, помидоры растут, и уже, между прочим, целых полгода. За что спасибо, пожалуйста. Кулон в форме не сердца в подарок. А Неха Маки всего лишь помогала выбрать побрякушку, только и всего. Ладно, простите, вру. На самом деле, четвероюродная внучка Кагуи тайно влюблена в парня своей лучшей подруги. Из-за сложившихся обстоятельств решила тупо ждать, пока отношения сами собой распадутся. Но Широганы с Ишигами так и поняли, ничем хорошим подобным
подобное пренебрежительное отношение к собственным чувствам не закончится. И вообще нужно вместо того, чтобы проявлять свою причастность к фамилии Шиноми и сидеть ничего не делать, как раз наоборот действовать. В чем помощники на словах теперь обязаны помощь еще и на деле. А что до внезапно ввалившейся в комнату Кагуи, не может же Миюки прямо сказать, что ненавистная бабушке внучка вызвала у него положительные эмоции из-за того, что похоже на горемычную. Собственно, походы в караоке он честно сказать не может, потому правильно нужен внеочередной гейминг. На сей раз ребятки будут играть в монетку. Правила простые. Решка, орел означает ответ да или нет. Все отвечают скрытно, и выводы делаются только по количеству ответов, что, конечно, ложь. Потому что уделение внимания году выпуска чеканки никто не отменял. И вот Кагуя, поняв, какую копейку выкладывает Миюки, прямо спросила, привлекает ли она кого-то из участвующих в плане любовном. И прямо получила в ответ одну монету да. Да только год выпуска совпал еще с двумя. Потому что Шараган и молодец, боец, дудец, мудрец, шекель заменил, а после того хуже спросила о наличии за столом кого-нибудь, обращающего внимание на принадлежность монет. Оказалось, все правда, все так, причем за столом подобных шулеров аж трое. Что вам делать с этой, зачем вам информацией, не знаю. Давайте лучше расскажу анекдот. Однажды некий Геродот спросил Сократа, что важнее, любить или быть любимым. Философ задумался и ответил вопросом, что для человека важнее, левая почка или правая. Геродот побледнел, задумался, представил, подумал и говорит: ладно, Сократ, давай это, как это, ну, давай, короче, пока, до завтра. Из важного. Случилось какое-никакое развитие любовной линии горемычной благодаря сказанному, утвержденному молодым отсутствию чего-то постыдного на той музыкальной сходке. Да. Между тем у ребят скоро еще один очередной культурный фестиваль, и по такому поводу Цабама даже принесла заявление на участие. А чего Шигами побледнела, немело обомлела, одним словом влюблен, что Гаешка сразу поняла и даже готова в очередной раз помочь. Потому что идея Ю с ежедневными подарками по одному цветку и запиской в фотожабном альбоме тотальный тлен. Во-первых, цветов должно быть два, а во-вторых, чтобы понравиться девушке, нужно всего-то занять первое место в рейтинге по экзаменам, быть модным, мощным и первым красавцем на деревне. Проще говоря, быть президентом. Цель, конечно, недостижимая, но для мотивации вполне достаточная. Потому пора трениться. Тогда как остальные тоже времени терять не будут, ведь и горемычному позиции сдавать нельзя, и горемычная должна учиться, и даже кто бы мог подумать, Фудживара обязана повысить успеваемость, чтобы получить не только серые карманные деньги от деда, не говоря уже о Мика, авторитет которой перед остальными сверстниками только на хороших отметках и держится. Но что Ю, что готовился, да как-то не доготовился. Как и в прошлый раз попал куда-то в конец списка. Обидно, очень досадно и вообще не ладно. Нужно будет продолжать заниматься, учиться и прочие мемы. Но Кагуя, как обычно, поможет. А пока раз экзамены, все самое время собраться дома у Фудживары и заодно пригласить Кей с братцем. Жаль, отец Чики пока в отъезде, потому прямо завтра не получится. Значит, нужно сегодня и дома у Шиноми. Почему изначальный план поменялся и Шараган и сестру не позвали, не знаю. Мем не в этом. Хейсака, оказывается, вполне себе положительно общается с Чикой. Потому при придворных встречах устраивает театральщину, выставляя себя каким-то там пятиглазым парнем, окончившим престижный университет, а работающим чисто ради по приколу. И положительно относящимся к другим мужчинам. Короче говоря, смейтесь. Потому что так вышло, что Фудживара на ночь глядя решила позвонить Миюки, чтобы выдавить из него признание по части витания в облаках. Мол, в кого он влюблен и с кем переписывается. Ну а ГГ взял да честно ответил, что с прислугой. Вот, все, смейтесь. А действительные любовные чувства, к несчастью, остались за скобками, потому что пока ГГшка в полусонном состоянии первая признаться не успела, и ответ на ответ, соответственно, не получила. Из кринжового. Чика где-то забыла свою голову, и вместе с ней флешбеки от душного обучения Миюки музыкальному слуху. Потому она снова готова помочь, но на сей раз с рэпом. Заявление серьезное, плотное, мощное, горемычный даже поначалу принял его за жест доброй воли и решил в ответ почитать фристайлу. К счастью, бедняге строчки не понравились, на что он решил ответить в том же стиле. Спойлер зря, потому что сама Фудживара, оказывается, тоже не умеет наваливать рэп. Потому нужно, во-первых, чтобы Шарагана обучил шизичку, а потом уже она научит его. Как это работает? Никак. Это типа такой мем. Но дальше схема. Звонок той, кому нужно продемонстрировать тотальный плов и объяснение, как все это между собой складывается и стыкается. Если для Чики в поместье Кагуи все выглядит так, будто там работает пятиглазый парень, а для Миюки не да. В общем, коротко сделал такое. Тогда в караоке Хейсака прямо честно сказала горемычному о своей важной проверочной работе в семье Шиноми и заявила о желании тупо подружиться, пообщаться, от чего ребятки и печатали друг другу всякие сообщения. Вот. Что до того самого момента с чтением рифм, так я его скипнул, потому что, наверное, моего рэпования хватает, не говоря уже еще каком-то. Единственное, что следует знать, горемычная, оказывается, тоже умеет в буквы. Все. Еще, конечно, было чаепитие, на котором Маки изливала душу и все негативные качества в отношении подруги с возлюбленным. Но это я тоже, понимаете, простите, пропустил. Ничего, кроме новоиспеченных друзей в лице Шарагана, Цушигами и зависти Шиноми там не было. Не благодарите. Тем временем последний учебный год, скоро все закончится. А это значит самое время пройти собеседование на профпригодность и определиться с последующими целями для поступления. Традиционно на собрание приходят еще и родители учеников, но так вышло, что у Шиноми все в работе, делах, потому как представитель, представляете, пришла мать Хейсаки. А еще откуда ни возьми взялся Шараган и старший. И вот они уже вместе под белые рученьки повели горемычную в кабинет. Цели у нее в жизни, если что, нет. Куда родители заставят, туда и пойдет. Зато Миюки поставил себе ультимативный Рубикон и собирается какой-то модный
международный мощный иностранный колледж, на что отец резонно парировал. Мол, нужно не забыть закончить все дела на месте. Это правильно, как я так и понял. Пора перестать быть героем аниме и начать действовать в случае, если Кагуя не признается первой до фестиваля. Правда, преждевременные меры тоже никто не отменял, потому можно пригласить ГГшку на свидание, на сходку в соседнюю школу. Жаль, только Горемыч приглашение не выкупила и тупо наотрез отказала, о чем потом, конечно, пожалела, но уже все. Поезд уехал, тормозов нет, придется самой проявить такую же смелость и пригласить, да. Ладно, вру. Никакой смелости не будет, попытки тщетны, все остальные шизы только сгущают краски. Так что по итогу к соседям сходили Миюки с Ю. Что до подготовки к культуре, даже Чика чем-то, да, занимается. Помогает подруге перевести аккорды в ноты. И тут вдруг вот это да, Широгана гитару заметил, хотел было даже что-то сказать, благо не успел. Фудживара потенциальное желание обучиться очередному скиллу на упреждение кринжом заклеймило, желание заниматься поделило, вообще молодому пора посмотреть на себя со стороны. Ну, не в смысле в зеркало, а в смысле оценить собственные навыки в разных областях, сложив объективную оценку. Во. Чего-то хорошего от подобного развития событий ждать, конечно, не стоит. Все скатилось в прямые любовные вопросы о привлекательности Миюки как парня. На что женщины справедливо ответили: чел тупо никому не нужный лох, червь слабый, полечку кош. Однако только Кагуя видит напротив большой гигачат шлепу. С чем никто не согласен, я тоже шлепа нет, не вижу. Возвращаясь к фестивалю, пора обсудить всякие вопросы в исполнительном комитете. От студсовета пойдут От студсовета пойдут Мика и Ю. Последний, конечно, поначалу не хотел, но как узнал, что там главенствует Цубама, сразу исправился и пошел исполнять обязанности. Все, что вы знали, легко и просто, буквально на все вопросы Шигами знает ответы, потому что в его голове имеется самая настоящая, что ни на есть, база. В то время как прочие пятиглазые, желающие понравиться Цубама, ничего ни в чем не смыслят, и мыслят так, будто бы выучили весь материал за ночь на скорую руку. А насчет реально важного, Ина хочет поджечь школу. То есть, простите, развести посреди кампуса костер. Не согласны все согласны, потому что глава дисциплинарного комитета просто обязана понимать, какие риски и последствия подобных действий. Но она что, в кои-то веке решила быть сильной, не слабой, послушала ее, да как начала, всем доказывая, что нет ничего невозможного. Закончилось все длительным походом по всем инстанциям и утверждением рисковой идеи. Но остальные времени зря не теряют, дают интервью, готовят всякие постановки прикола. Шарагана так вообще в одиночку лепит огромные папье-маше в форме дракона. Потому что правильно готовится к самому главному важному твисту, который планирует учудить на мероприятии. Правда, попутно не оставляя попыток в очередные мемы о попытках научиться чему-то новому. Дело бесперспективное, в этот раз даже помощи от Чики не будет. А зато будет назойливое лопание шаров рядом с Шинуми и последующие от нее положительные слова об упорстве и труде Горемычного. Спасибо, пожалуйста, аж жить захотелось. Еще и кто мог подумать, хорошие новости, резина оказалась просроченной, оттого и лопалась. Но вот у Фудживара имеется новое, значит все получится и помогать учиться не придется. Что, конечно, не так, опять и снова, да, надо, смейтесь. Между тем, финишная прямая, до культуры остались считанные дни, а значит нельзя упускать все возможности посмотреть и узнать что-либо еще, чтобы отполировать и улучшить уже имеющуюся программу. А значит, нужно сходить в гости на мероприятие Кей, посмотреть, как оно там все у младшеклассников. Правда, по какой-то неведомой причине поход в форме старшей школы сестра считает не то что кринжом, а вообще постыдным явлением. Только, как бы сказать, остальная одежда Миюки еще хуже. Выходит, придется собираться покупать новый лук. Что мешает взять броню отца или не надевать пиджак, а остаться тупо в белой рубашке и брюках, не знаю. Просто надо и надо потратить деньги. Не зря же Кей копила заначку. Правильно, чтобы похвастаться перед одноклассницами-братцем. Кринж. А по поводу остального и признания в любви, в частности, так Шиноми, представляете, взяла и прямо вслух признала и сказала, что любит Широгана. Но только не подумайте, реплика выстрадана при Хайсаке исключительно ради помощи и поддержки совета. А тут и думать нечего, нужно просто пойти, подойти и сказать все. Прямо как то, как сама Кагуя советовала Ишигами, у которого, между прочим, шансы резко повысились. Оказалось, что Цубама ни с каким спортивным капитаном не встречается, потому что он уже в отношениях с Асараги, о чем никто не знал, но зато теперь все как знают и все готовы на свершение, одним словом, клиффхенгер. Другими словами, наконец-то начало того самого многострадального, долгожданного, мощного, положительного культурного фестиваля. А это значит только одно, нужен мне очередной флешбэк. Значит, было дело, когда Миюки только поступил в академию, еще даже не ошизел. Он сидел себе спокойно, ел булку, никого не трогал, ненавидел всех окружающих за их престижный статус. Как вдруг положительное одиночество прервал отрицательный тогдашний президент студсовета. Повод простой, чел хотел, чтобы кто-то из простолюдинов попал в совет. И еще, проще говоря, хотел воспользоваться бесплатной рабочей силой. Что, кстати, Широгана даже понял, но почему-то все равно пошел за компанию посмотреть, как там обстоят дела у старших. И понимаете, как раз тогда произошел курьезный случай. В болото, которое ребятки чистили от мусора, упала одна из учениц, и все стояли, ничего сделать не могли. Одна лишь Кагуя прибежала с другого конца карты, чтобы ловким движением заработать себе очки репутации, и утопающая оказалась в долгу. Но влюбился и узнал, что с такой несравнимой Шиноми может соревноваться разве что мощнейший исполнитель обязанностей первого лица студсовета. Оттуда все и началось. А теперь неблаго не планирует заканчиваться, и вот уже очередные мемы случаются где-то на одной из точек класса Кагуи. Учудили там косплей
кафе. ГГшка на входе завлекает посетителей в традиционном костюме. Спойлер, зря. Потому что посетителей стало настолько много, что уже и самой Горемычной пришлось обслуживать клиентов. А тут как тут назло, как раз в это время пришел Шараганы. Но ничего не поделаешь, сначала придется разобраться с любителями рамена, которые, чтобы вы думали, требуют другого официанта. Потому что по шиноми сразу видно, кофе она варить не умеет. Зато чай еще когда, и сейчас обязательно это докажет. И видите ли, реально доказала. Плюс даже для любимого чашку подготовила. Молодец, одобряю. Что до других прочих любовных линий, так и Шигами все не может решиться сделать первый шаг к Цубаме. К счастью, тут как тут на помощь с положительными словами спешит Маки, которая, правда, сама же от своих речей впадает в ступор, потому что ее чувства безответны, и того хуже сам безответный с подругой пришли подливать масло в огонь. И того лучше придуман план по проведению дальнейшего распорядка дня. Нужно сходить в комнату страха, оборудованную классом Ю, что, естественно, отличный повод не стоять в стороне, и не мудрено. Цубама сходу согласилась на совместное времяпровождение. Лайк, подписка, поздравления. То, как велась подготовка самого аттракциона ужасов, я, пожалуй, пропущу. Все, что вам нужно знать, парочку на входе разделили. Потому что, оказывается, очереди две отдельные для парней и девушек. Чего почему-то готовящий саму комнату и Шигами не знала, на которой основы-то, видимо, так случайно мимоходно в одном шкафу оказались. Впрочем, важнее то, что внезапно Фудживара-младшая оказывается влюблена в Широганы. Причем всякие там речи сестры о бестолковости и никчемности президента ее вовсе не расстраивают, а наоборот подкрепляют чувства, раз парень реально настолько целеустремленный, что добивался абсолютно всех поставленных целей. Короче говоря, нужно продемонстрировать кринж на практике. Но кто мог подумать, в этот раз у Миюки вообще все, за что бы он ни взялся, получается, и никаких провалов не случается. Но там, где беда для одной Фудживары, могла бы быть и для другой. Благо, все понимаете, хорошо, что хорошо кончается. Никаких расправ с соперницей от Кагуи не случилось, дамы тупо поговорили о плюсах ГГ и все. Кулон в форме признания пока никто никому не подарил. Но это только так, пока что. Потому что вот уже и Шигами с Цубамой проходит мимо кабинета с конкурсами и призами, устроенными классом последний. И вот уже Ю убивает 1000 очков в тире, и лучше, больше забирает громадное печенье. Понятное дело, что подарить, вручить, предоставить любимой. Так мало того, на встречный вопрос чел еще и прямо при всех ответил, что подарок не что иное, как реальное предложение встречаться. Окружающие в шоке, сама Цубама тоже, теперь ей нужно временно подумать. А Горемычному нужно временно погоревать, потому что подобной внеплановой перемены в планах точно не было. Если у товарища все пойдет крахом, то и сам Широганы Шиноми признаться не сможет, потому как придется утешать разбитого отвергнутого друга. Что делать, неясно, вообще непонятно. Даже представляете, Чика не знает, чем помочь, кроме как в одночасье исключить все минусы Шигами, чтобы он мгновенно стал завидным кавалером. Между тем, второй день фестиваля и плановые непредвиденные трудности. Кто-то похитил у всех надутые шары и подменил обычными без воздуха. Новость серьезная, важная, требующая расследования любовным детективом Чикой, о чем, естественно, позже. В первую очередь нужно заглянуть туда, где, собственно, сами шары делают в форме разных всяких всячин. И представляете, Широганы как раз обслужил крайнего посетителя и готов принимать следующего. Короче говоря, нужно действовать решительно, обходными окольными путями, намекнуть на желание получить в подарок любовный подарок. А Миюки, что вы думали, даже не засмущался, взял и сделал. Правда, есть один нюанс, плата за такой прикол самая высокая, а именно идентичной формы прикол. Как итог, Горемычные сошлись на том, что разошлись, и до кулона дело по-прежнему не дошло. Зато Кагуя дошла до Цубамы, которая вся в раздумьях и сомнениях, ведь ей в любви признались, а как отказать она не умеет. Не знает, не практикует, а отказывать придется. Ведь скоро переезды и занятия гимнастикой, которые будут слишком далеко, да и тем более вдруг все вообще зайдет настолько далеко, что бедняга вообще влюбится. Но Шиноми так и смекнула, нужно дать мощнейший совет, чтобы удалить конкурента и Шигами, потому что сам Ю точно бы не признался. И вот уже слово за слово ГГшка поливает того непонятно кого всякой всевозможной гнилью, а Цубама ей отвечает, мол, с чего бы так негативно про казначейство совета, если он ничего плохого не сделал. Тут-то Горемычная осенила, и Шигами, в отличие от некоторых, последовал ее же совету и проявил решимость. А значит, нужно как-то возвращать ситуацию вспять, снова переиначивать и все с ног на голову оборачивать, чтобы день не закончился неположительными горестными событиями. И тут саму Цубаму тоже осенила, она же Ю вообще не знает. А значит, нужно больше времени на подумать, вместо того, чтобы резко бесповоротно отказывать. И вот пока одни думают, другие вовсю действуют. У Горемычного дела закончились, выдалось свободное время, и он, представляете, решился пригласить Горемычную погулять, побродить по фестивалю. Сама Кагуя в шоке, события набирают темпы, ритмы, неожиданные повороты, и вообще все так удачно складывается, что никто им не мешает. И Чика своими детективами занята, и Шигами с Цубамой ушли беседовать, и Мика проголодалась, и вообще все остальные не мешали Шизам культурно проводить время. А спустя несколько разных станций, лавок, напитков и наедков герои прибыли в студсовет. И Миюки прямо без всяких там приготовлений заявил, что в конверте документы. К счастью, не в ЗАГС, а в Стэнфорд, куда ГГ успешно поступила, уже меньше чем через год уедет экстерном учиться. Ясно, понятно. Удачи, успехов! Кагуя пошла заниматься своими делами, то есть грустить, горевать, слезы проливать, потому что все кончено, реально очень обидно и категорически досадно, но учеба и потенциальные успехи явно важнее, чем всякие там мемы и схемы. Тем более Широганы так и не признался, а это означает только одно: Шиноми обязана сама признаться. И у Хаисаки на такой случай даже есть рабочий надежный план, включающий стрелы, поджигание костров, любовь и пламенные речи, которую ГГшка уже должна придумать сама, чтобы было от чистого сердца. Жаль, ничего никак никуда не да. Только слезы, сопли, слюни и прочая мерзость. Нужно думать и еще раз думать. В то время
как Цубама с Ошигами уже вовсю беседуют за школой, обсуждает цветущую вишню, и то, когда такие молодая должна дать ответ. А то и ну реально нужно больше времени подумать. И, впрочем, так и понял вопрос о времени цветения деревьев. Потому ответил, что еще не скоро, можно ждать аж до марта. Выходит, можно выдохнуть и со спокойной душой выйти на сцену. А что до Шиза, так он, смотря на представление, понял, что весь день сам не свой. И, похоже, сам, того не подозревая на виду, у всех признался в любви. Не, ну а что, бывает, с кем не бывает. Ладно, вру, действительно ни с кем не бывает, зато бывает костер, отсутствие потерявшегося Миюки, присутствие очередных объявлений, заявлений от безымянного похитителя вкупе с пропажей шара с крыши. Чика все так и поняла, нужно расследовать улики, схемы, мемы, вот эти вот шарады. И как вы представляете, тоже поняла, все случившееся, сложившееся не что иное, как прикол, построенный пропавшим главой для одной только грешки с одной только целью. И вот все это время Горемычный однозначно откуда-то наблюдает, чтобы по-прежнему контролировать процесс. Но синтетическая бумага лишь для безопасности мероприятия. Шарады тоже туда же. Тупо ради отвлечения внимания. Осталось только пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что. Ладно, извините, опять вру. Все я знаю, прямо на крыше часовни уже ждет, не дождется, подготовивший весь театр представления ГГ. Придумал все это с самого начала и, соответственно, подготовил необходимое. А все ради эффектного разрыва огромного шара, наполненного множеством других поменьше. И, ну, самое главное, важнейшей просьбы к Шиноми поступить в тот же университет. Даже рекомендательное письмо от директора будет, а там и остальное приложится. Под остальным подразумевается непонятное и невнятное завершение побочных линий. Маки с подругой внезапно начала танцевать через женской дружбы. А Ишигами вот оставил Цубаму положительно радоваться жизни вместе с односельчанами, а сам пошел случайно нашел как раз потерянный по дороге Кагуя кулон. И представляете, выдал его прямо в руки патрулировавшей округу Мика. Потому что глава дисциплинарного комитета, да, вместе с тем еще было видео костра и прочие положительные слова, но не больше. Больше было на не видео, когда Чика с подругами по какому-то случайному стечению обстоятельств через тайный проход попали в смотровую и увидели, кто мог подумать, поцелуй Горемычных. Да, дальше остались только положительные воспоминания, флешбеки, мысли, что делать, рассказы от Шиноми о том, как все прошло. И, конечно же, лайки, подписки, переподписки, репостинги, щитпостинги, какая-то переработанная финальная игра от Фудживары, перед которой Горемычному обязательно нужно подержаться за руки, плюс, в конце концов, Рутуб. Ну а вы что думали, бывает школьный ромком без купальных эпизодов? Ха! Зря думали, такого не бывает, потому весь фан-сервис уже есть по ссылке в описании. Переходите, смотрите, готовьте, а то ради кого иначе все. Пока.